Привет! Сегодня мне хотелось бы поговорить на тему желаний и раскрыть ее немного подробнее. И то, что я накопала, когда размышляла об этом, мне кажется, будет интересным и достойным для того, чтобы поделиться это с другими. Итак, что такое желание? Обычно мы, когда мы что-то желаем, мы видим это у другого человека. И здесь есть субъект желания, то есть я, объект желания, это само желаемое, и тот человек, посредством которого мы это желание обнаруживаем в себе. Итак, что такое желание? Я подумала, желание это всегда, наверное, речь идет о чем-то, о присоединении какого-то объекта ко мне. Потому что я желаю, допустим, машину, я желаю быть кем-то, да, кем-то это уже объект. Итак, я разделила желания на три категории. Возможно, их больше, но на примере трех категорий я хочу порассуждать. Первое– это желание быть с кем-то, то есть быть с каким-то человеком, да. Во-первых, здесь нужен какой-то человек, это будет объект твоего внимания, это внешний объект. Его я не обнаруживаю внутри себя, внутри своей психики. Это внешний объект. Здесь есть я, как человек, который желает этот объект. Итак, у нас первое идет, это первый объект. Второе желание быть кем-то. Это быть учителем, быть философом, быть физиком, быть директором, быть предпринимателем. Для каждого это будет по-разному. Быть кем-то. Кто-то это в любом случае объект. Ну, для психологии это объект. Но этот объект уже будет внутренний объект. Я хочу взять какой-то объект или какую-то концепцию и поместить ее в свою психику. То есть сделать ее своей субличностью или субпроцессом, который будет ответственен за выполнение какого-то действия. Да? То есть это внутренний объект, присоединение внутреннего объекта. Итак, у нас есть две категории, в которых есть одно общее качество– это объект. В первом случае внешний объект, во втором случае внутренний объект. В любом случае речь идет о присоединении объекта ко мне, к моей личности. И смотрите, как интересно, здесь появляется третье желание. Третье желание, оно очень кардинально отличается от первых двух. Желание быть видимым, проявлять себя в этом мире. И это желание кардинально отличается, потому что это значит показывать другим какие-то свои качества. Как мы уже ранее рассмотрели, эти качества– это внутренние объекты, да, человека. И, соответственно, я имею этот объект, и я показываю его вовне. Показать другим свой внутренний объект, предъявить этот объект другим людям. Видите? Смотрите, я, допустим, обладаю этим. Не знаю, я красивая, я умею что-то делать. И вот помните, это у Гришковца было: «Мам, мам, смотри, я умею вот так делать». Я там могу сальто делать, я могу прыгать, я могу кататься на велике. Мы все так делали, да, в детстве. То есть смотрите, что я умею. Ну, какие объекты у меня внутри, которые я могу предъявить другим. И впервые речь идет о том, что у тебя уже есть. Итак, здесь есть, мы из вот этих трех категорий вывели два пути, два вывода. Первое– это вот эти первых два желания. Это желание быть с кем-то и желание быть кем-то. Здесь всегда основывается на том, что у меня нет этого объекта, то есть это всегда будет дефицитно, да, дефицит, у меня этого нет. Я хочу, я желаю получить этот объект, присоединить к себе, потому что я в себе этот объект не обнаруживаю. Не то, что у меня его нет, я его в себе не обнаруживаю. Он может быть в тени, он может быть подавлен, он может пока не присутствовать в сознании, но мне хочется его вывести в сознание. Мне нужно его
присоединить, я его желаю, я вижу его у другого, и я желаю этот объект, да. То есть и в этом случае речь идет о том, что у меня что-то есть, то, что я уже в себе разузнал, узнал, увидел. У меня есть какие-то внутренние ресурсы, у меня есть энергия, у меня есть знания, у меня еще что-то есть, что я готов обменять на какой-то другой объект, который я присоединю к себе. Это всегда будет обмен. Ключ здесь — это дефицит. То есть этого объекта у меня пока нет. У меня возникает желание. Второе — это то, что то желание, про которое мы говорили, как проявлять себя, быть видимым миру. Здесь уже идет речь. Впервые появляется не дефицитная история, ключ здесь не дефицит, а здесь профицит. То есть здесь у меня уже есть что-то, да, чем я буду делиться с другими, что я показывать буду другим. Итак, у меня что-то есть, и я готов тебе это показать. Я этот процесс, я обладаю этим качеством, я, другими словами, этот объект, да, этот объект во мне существует, значит, я этот объект в этот момент, когда я тебе его предъявляю, который ты сможешь узнать в себе. Ты можешь его в себе теперь обнаружить. Посмотри на этот объект, и теперь ты его в себе узнаешь. Ты увидишь, какой он и что он вообще существует в этом мире. Ты его обнаружишь в этом мире, а затем в своей психике. Так, интересно, да? Пока мы не увидели у другого какое-то качество, какой-то объект, мы не можем его желать, мы его не распознаем в этом мире. Для нас он как будто не существует. То есть он находится в слепой зоне пока что. А, э, э, Дисклеймер — это все архетипы в нас существуют. Просто какие-то архетипы уже выведены в сознание, а какие-то нет. То есть все качества, которыми мы желаем обладать, они в нас уже есть. Остается только их вывести в сознание. И в сознание мы можем вывести те качества, которые мы увидели у других. Это и есть взаимоотношения с другими людьми. Именно поэтому нам так нужны другие люди. Итак, на сегодня это все. И смотрите, как интересно. Такое простое понятие, как желание, оказывается, может быть таким разным и основываться совершенно на разных процессах, которые в нас происходят. В одном случае это будет дефицит, а в другом случае, когда ты уже готов делиться чем-то с другими людьми, ты готов предъявлять себя миру, готов показывать, что у тебя это уже есть. Для этого нужна смелость, для этого нужно признать, что в тебе этот объект существует, а значит признать свою ценность, ценность этого объекта. Ценность этого объекта равна твоей ценности. Потому что когда мы какое-то качество показываем другим людям, этому миру, мы предъявляем этот объект, этот архетип, если глубже смотреть. То есть этот принцип взаимодействия с этой жизнью. На сегодня все.